6 лет назад, 24 года, моя жизнь очень сильно изменилась. Я была на работе, у меня началось кровотечение, и меня привезли вот в это здание. Провели ряд анализов и вынесли, что у меня опухоль. Я улыбалась, я была спокойно, радостная, потому что мне не казалось это что страшно. Проснулась я после операции в реанимации, и тут я понимаю, что что-то не то. У меня в левой стороне дырочка в коже, и стоит прозрачный мешочек на тот момент. Это стояла колостома, но тогда я даже не понимала, что это. Я уговорила одного из студентов показать мне мою карточку. Вот, и там я увидела это слово «рак сигмоидной кишки». И тогда меня просто хлынуло потом. Долго ревела, долго молилась. Химия проходила тяжеловато, стали выпадать волосы. Я стала не туда приезжать. У меня ухудшилась память, у меня ухудшилась координация. Пока я ходила на курсы химиотерапии, я сдала диагноз и узнала, что у меня болезнь Геттингтона. Я не знала, что заболевание генетическое. У моего папы был тяжелый диагноз болезнь Геттингтона. То есть заболевание проявлялось тем, что он был похож на наркомана, шатающаяся походка, замедленная речь, не пускали в магазин, не пускали в автобусы. У меня и так рак, у меня еще и болезнь Геттингтона. Я не понимала, за что это, почему я вообще такая проклятая. Тяжело все это было. Опять-таки пришли плохие новости со стороны онкологии. Рак был злокачественный, мне нежелательно беременеть. Метастазы могут пойти везде. И вот уже после этих новостей, когда я сказала мужу, что точно болезнь Геттингтона, да, будет, и что его запретили детей, вот тогда он у меня плакал, реально плакал. Жили себе спокойно, и вдруг скорая увозит Катю. Сутки нет никаких новостей, я на панике. Тяжело было это осознать. Я каждый день приезжал к ней в больницу, узнал я на второй день, что у нее рак. Этот момент мы пережили с горем пополам, и как раз все еще предстоит в будущем. И при болезни Геттингтона я видел, с чем я столкнусь, и знаю, с чем я столкнусь, я уже к этому готов. Я все это осознал, и я понял, что несмотря на все болячки и все, что там есть, мы будем вместе. Подбодрил муж, что он был со мной рядом. Если бы его не было рядом, возможно бы это все как-то пошло бы в другую вообще наклонность. Я всегда была как-то социально активной, вот мы всегда в каких-то социальных мероприятиях нашего города участвовали. И ко мне подошел мужчина, он сказал, что с моей социальной активностью мне нужно побывать на молодежном форуме АТР. Придя на форум АТР, я еще не восстановилась. У меня была рассеянность, я постоянно где-то терялась. Тут прихожу к эксперту, к Алексею Арбузову. Но я вообще не знала, что такое грант на тот момент. И он посмотрел, говорит, зачем тебе это надо? И я ему рассказала, что у папы болезнь Геттингтона, что мы не можем с ним нормально гулять, вот, что у меня такое же неизлечимое заболевание, что это все ждет меня. Рассказала, что у меня была еще онкология, и что вот хочу рассказывать, что несмотря на все вот эти тяжелые обстоятельства, человек может не сдаваться и двигаться вперед. Вот, и я ревела в этот момент, я сидела и ревела. Я его, честно, ненавидела на тот момент, потому что он меня довел до слез. Но он вывел меня из зоны комфорта. Благодаря Алексею я приняла себя такой, какая я есть. После АТР я разместила пост о том, что ищу людей с редкими заболеваниями, чтобы создать сообщество, так как я понимала, что я не одна. Нас должно быть таких много. И люди стали подтягиваться. Она не может сидеть просто на месте. Ей надо что-то делать, где-то участвовать, кому-то помочь. Если у нее что-то не получилось, она попробует сделать это же, но по-другому. Не сидит она на месте, и благодаря этому у нее все получается. Когда ты что-то отдаешь, не знаю, я даже не могу объяснить. Это реально легче. Благодаря тому, что меня вовремя поддержали, когда в самый страшный момент в моей жизни, когда я узнала про 2 диагноза, во мне этот внутренний огонь зажгли. Теперь я стремлюсь также помогать другим, чтобы все то, что для меня делали люди, было не зря. Когда я узнала об этом диагнозе, я вообще не думала, что такое может быть, что я буду не одна. У нас теперь семья. И мы друг друга поддерживаем. И будем продолжать в том же духе. Я поддерживаю во всех ее начинаниях, во всех стараниях. Она создала сообщество, которое помогает людям, поддерживает их. И она вкладывает в это очень много сил, очень много своего времени. И ей тоже нужна очень сильная поддержка со стороны близкого человека.